Всем привет, дорогие друзья! Это 10-я глава рассказа о сюжете Lineage 2. Достигшая своего пика цивилизация гигантов была в шаге от того, чтобы сбросить власть богов над миром и самим стать богами. Опьяненные властью, они создали оружие, которого еще не знал мир, превратили континент в поле для своих извращенных экспериментов и, главное, покусились на создание самой жизни. Допустим, ты хочешь продать что-нибудь ненужное или купить что-нибудь полезное. При этом боишься, что тебя обманут, все продумываешь, 100 раз перестраховываешься, но в результате все равно что-то идет не так. FunPay поможет просто и безопасно продать или купить игровые предметы или услуги. Эйнхасад, доселе имевшая исключительное право создавать жизнь, пришла в ярость, расценив это как восстание. Однако другие боги не пожелали предпринимать каких-либо действий против гигантов. Эйнхасад отправила на землю свою армию ангелов во главе с дочерьми. Масштабная битва началась на Золотых холмах, воспеваемых и поныне. Гиганты были застигнуты врасплох и стали проигрывать воинству Эйнхасад, но затем в бой были введены Камаэль, на которых силы богов не действовали. Понимая, что наибольшую опасность представляет огромная пушка Леопольд, стрелявшая концентрированной магией, Эйнхасад ценой огромных усилий отыскала ее и разрушила магический круг, прежде чем Катинар успел добраться до него, о чем говорится в книге сказаний героя. После того, как магический круг был разрушен, Леопольд потерял способность стрелять зарядами энергии. Однако Катинар сумел добраться до разрушенного круга и, используя собственную магию для управления Леопольдом, выстрелил в старшую из дочерей Эйнхасад Массию. Но та своим гигантским щитом сумела отразить выстрел. Отсылка к этому щиту есть в умениях 110 уровня. Поняв, что без магического круга Леопольд не сможет пробить щит, Катинар стал обстреливать из пушки войско ангелов Эйнхасад, нанося им огромный урон. Харкилгамет использовал легендарный меч Энума Элиш, и лишь облаченная в сияющую броню из света Карли, вторая из 7 дочерей Эйнхасад, ценой собственной жизни сумела спасти мир от страшных разрушений, за что Эйнхасад воскресила ее. Однако ее пятая дочь, обладательница копья света Иратона, все-таки пала от удара меча. Отсылка к этому копью есть в умениях 115 уровня. Когда ангелы Эйнхасад попытались уничтожить Камаэль и лабораторию Арвитер, все их атаки были отбиты и перенаправлены назад защитной магией Прана, которую использовала Родан Пикула. Кекропус рассказывает, что с помощью Камаэль гиганты отбили нападение и перешли в атаку. Серьезно раненым дочерям Эйнхасад и армии света пришлось отступить, а гиганты захватили ее небесный замок. В порыве гнева Эйнхасад поклялась уничтожить всех гигантов вместе с континентом и остальным миром. Гренкаин взывал к спокойствию. «Так как ты являешься матерью созидания, — сказал он, — то уничтожение всего сущего — моя прерогатива. Тебе слишком хорошо известно, какие были последствия от того, что я взял на себя твою задачу. Если же ты все-таки возжелаешь уничтожить весь мир, тебе придется сражаться со мной». Гренкаин любой ценой не желал допустить разрушения континента, и Эйнхасад была очень оскорблена его вмешательством. Однако, поскольку они имели равный статус, она не могла остановить его. В конце концов, Эйнхасад пошла на компромисс, и чтобы наказать гигантов, она попросила у Гренкаина его звездный молот, известный как молот отчаяния. Сам Гренкаин опасался использовать это оружие, потому что заключенная в нем мощь могла расколоть на части весь мир. И все-таки, несмотря ни на что, Эйнхасад подняла молот высоко над головой и обрушила его прямо в сердце Гранд-Фериона, столицы гигантов. В момент, когда на праздновавших победу гигантов с небес обрушились горящие метеориты, они осознали разницу в своей силе и мощи богов, но было уже поздно. Лидер гигантов Кайзер был убит разрушительной силой молота. Применив всю свою силу, гиганты поднялись ввысь на своей воздушной крепости Суперионе, чтобы помешать падению молота отчаяния, но смогли лишь немного изменить направление удара.
Тяжело раненый император Хелиус и его жена Рамона, оставшиеся в живых на Суперионе, смогли улететь и, укрывшись где-то на континенте, впали в глубокий сон. В L2M говорится, что из-за непроницаемого щита Супериона звездный молот упал в море, и огромное отверстие, образовавшееся в земной толще, породило мощные цунами, унесшие бесчисленное количество жизней по всему континенту Грация. Огромный кратер подписан и на концепт-карте Lineage 2 2002 года, а рядом с ним локация «Разрушенный город». Также возле Говорящего острова там есть локации «Затопленные руины 1 и 2», предположительно являющиеся руинами разрушенных локаций гигантов. В L2M в описании древнего острова говорится, что Кустар, брат Кайзера, обслуживавший центральную электростанцию на одиноком острове, после того, как объекты острова были разрушены от удара молота, впал в долгий сон. Величайший город мира и самая могущественная империя, которую когда-либо видел мир, была разрушена за один день. Бесчисленные гиганты и другие расы были мгновенно уничтожены. Крепости вокруг Гранд-Фериона стали последними оплотами сопротивления против войск богини. Желая найти все укрытия гигантов, Эйнхасад обратилась к полубогу Тысячеглазому Аргасу. Однако Аргас, будучи сыном Гренкаина и женщины-гиганта, отказался выдавать места, где прятались гиганты. Эйнхасад в порыве гнева хотела убить его, но Гренкаин не желал, чтобы его сын погиб. В японской версии рассказа добавляется, что пока Эйнхасад преследовала Аргаса, Гренкаин спустился к Шилен и попросил у нее совета, как ему спасти своего сына, и Шилен подсказала убедить Эйнхасад наказать Аргаса вместо убийства. Приняв предложение, Эйнхасад разорвала Аргаса на части, вытащила глаза и замуровала в скалистой долине на востоке Годдарта, дабы он увидел гибель своего народа. На выживших после удара молота и последующих цунами гигантов и Камаэль безжалостно охотились дочери Эйнхасад и ее солдаты света. Легенда говорит, что те гиганты, что сумели выжить, бежали на восток, чтобы избежать гнева Эйнхасад. Очевидно, основная часть империи гигантов находилась на Грации. В ряде описаний подчеркивается, что там осталось много реликвий гигантов, а сама Грация названа землей древних руин. Маршрут бегства был похож на тот, что избрала Шилен в свое время. Эйнхасад продолжала преследование и уничтожала гигантов одного за другим, испепеляя их смертоносными молниями с небес. Еще остававшиеся в живых гиганты дрожали в страхе и обращались с мольбами к Гренкаину. «Мы осознали, что избрали ошибочный путь. Только ты можешь остановить гнев и безумие Эйнхасад. Не позволь нам погибнуть, нам, кто был рожден вместе с богами, нам, самым мудрым и самым сильным существам на свете». Внезапно Гренкаин ощутил сильное чувство жалости к этим несчастным существам. Он решил, что гиганты уже достаточно настрадались и искупили свою вину сполна. Он поднял ввысь самые глубокие воды южных морей, тем самым заблокировав путь Эйнхасад. Эйнхасад же в гневе вскричала: «Что это? Кто смеет связываться со мной? Ева, моя возлюбленная дочь, убери немедленно воду, что блокирует мне путь, или же приготовься повторить участь своей старшей сестры». Испуганная Ева немедленно выполнила приказание матери, и Эйнхасад продолжила свое победоносное шествие, истребляя на своем пути всех гигантов. В том хаосе одна из создателей Камаэль, ученая Нарнил, попросив помощи у могущественного существа, под которым явно подразумевается Гренкаин, спрятала их вместе с лабораторией Арвиттер и островом душ в другом измерении, в месте, которое было скрыто от глаз богов. Нарнил загрузила свою личность в огромный компьютер, мать Нарнил, находившийся в центре огромного сада-лабиринта и контролировавший все технические аспекты острова, чтобы и после смерти присматривать за своими любимыми творениями. Нарнил надеялась на то, что когда-нибудь Камаэль разовьются и вновь станут силой, которая сможет противостоять богам. Вход на остров душ был запечатан, и только сами гиганты могли снять печать. Но почти все гиганты были убиты в последней битве, состоявшейся в забытых равнинах.
Последним выжившим там гигантом был Гермункус, который, как говорят, обладал силой, сравнимой с богами. Понимая, что убедив его украсть силу Эйнхасад, Шилен просто использовал его, Гермункус спрятал украденную силу где-то глубоко в другом измерении, чтобы Шилен не смогла найти ее. Сам же Гермункус в бою был настолько бесстрашным, что никто не мог победить его, однако его простая личность, которая была слишком прямолинейна, заставила его попасться на уловку богов, как говорит гайдбук. Силой света Эйнхасад разорвала его тело, а дух навечно заточила в глубинах лабиринтов разрушенного ей города Исагира на парящем острове, поставив надзирать за печатью дух умершего давно короля гигантов Харнака. Расправившись с гигантами у забытых равнин, Эйнхасад продолжила преследование, жестоко расправляясь со всеми представителями этого народа. В конечном итоге богиня света не пощадила даже гигантов в Румбарсе и Инадриле, что продолжали поклоняться богам. Последние представители гигантов, добежавшие до восточной границы нынешнего Адена, снова взмолили о помощи. Гренкаин, сильнейший из богов, Эйнхасад продолжает истреблять нас, сжалься же и спаси нас. Гренкаин поднял ввысь толщу земли, на которой находились гиганты. Водопад, который изначально был здесь, также был поднят вместе с ней, и внезапное изменение топографии превратило его в огромный водопад на утесе. Этот утес преградил путь Эйнхасад, которая закричала громким голосом: «Мафар, моя возлюбленная дочь, кто смеет связываться со мной? Опусти немедленно землю на положенное ей место, или приготовься к участи своей сестры». Испугавшись этих слов, Мафар попыталась сдвинуть землю, однако Гренкаин остановил ее. «Эйнхасад, почему ты не успокоишь свой гнев? Весь мир знает твою злобу и дрожит перед твоей яростью. Глупые гиганты и так уже заплатили огромную цену за искупление своей ошибки. Только взгляни. Раса гордых и благородных существ, что когда-то правили миром, теперь нашла себе пристанище на узком клочке земли. Больше они уже не смогут бросить вызов богам. Это место навечно станет местом их заточения. Утихомирь свой гнев, твоя месть свершилась». Эйнхасад не могла не послушать его, ведь он обладал равными с ней возможностями. Она решила оставить гигантов на том клочке земли, чтобы те замаливали свои грехи. Охота была окончена, и Эйнхасад вернулась домой. Клочок суши на поднятой Гренкаином толще земли впоследствии получит название «Затерянное плато», а красивейший огромный водопад – Ангельский водопад. Те гиганты, которые не успели добежать до затерянного плато, укрылись в своей секретной лаборатории, на момент игры носящей название «Пещера гигантов». В постгодовских обновлениях стало известно, что там скрылся и Мимир, который впал в глубокий сон. Утратив возможность использовать уничтоженные Эйнхасад технологии и устройства, гиганты в пещере стали лишь жалкими представителями былой цивилизации. В обновлении Хелиус стало известно, что в ходе войны были уничтожены источники энергии, поддерживающие тела гигантов. Это были сияющие камни, которые рассыпались, превратившись в сияющую пыль. Гиганты более не могли ими пользоваться, и их кибернизированные тела без необходимых технологий потеряли свои возможности и мощь. На момент начала игры лишь тело гиганта Олкута обладает достаточно высоким боевым потенциалом. Очевидно, что сияющие камни — это не что иное, как кристаллы Небулита, которые, по словам Бальтазара в доэпилоговских диалогах, испускают характерный блеск. Игрок ищет уцелевшие камни, чтобы гном использовал их в создании големов. Со временем некогда выведенные гигантами живые существа перестали им подчиняться, а гигантский глаз Горголос обратил свои зубы против создателей. В конечном итоге, вышедший из строя аналогичный ядру Крума искусственный интеллект Хекатон Прайм, с помощью которого гиганты когда-то намеревались править другими разумными существами, обернулся против них и смог получить контроль над разумом большинства гигантов. Постепенно гиганты утратили свои знания и светлый разум. Лишь в памяти Утенуса, несмотря на деградацию тела, сохранились старинные знания о цивилизации гигантов.
однако на момент игры он находится под контролем Хикатона Прайма. Надеясь на возможность возрождения цивилизации, гигант Глаки остался охранять главную реликвию пещеры – божественную статую гигантов. Его подчиненный Карум также вызвался охранять статую, но не потому, что считает это священным долгом. Карум верит, что статуя гигантов может полностью восстановить тело гиганта. Причиной, по которой он исполняет свои обязанности, можно было бы считать желание заработать доверие Глаки, если бы не его тайная страсть – мечта обрести совершенное и могучее тело. Вполне вероятно, что благодаря этой статуе в постгодовских обновлениях пробудет Мимира. Кроме статуи, в пещере сохранилось много других важных артефактов, которые игрок добывает в ходе выполнения квестов исследования пещеры гигантов. Например, чертежи огромных големов, книги по медицине, магии, культуре и науке гигантов. Различные артефакты эпохи Нижних Гигантов, которые будут нередко становиться находками представителей других рас, станут одним из главных источников прогресса. Опасаясь, что гиганты или другие расы смогут обрести знания абсолютной геометрии, Эйнхасад разбила мраморную табличку Мафр, с помощью которой та обучала гигантов, на 12 частей и разбросала по миру. После войны между богами и гигантами, некогда грозная пушка Леопольд была уменьшена с помощью чар, сделавшись совершенно безвредной. Башня Крумы упала на землю и пришла в запустение. Ядро отключилось и ушло в длительный сон, а коридоры башни заполонили существа, которые когда-то были образцами, рожденными в результате экспериментов. Привязанные массивными цепями к башне черепахи Крума могли передвигаться лишь по ограниченной территории. Гливка говорит, что со временем земля в этом месте стерлась и туда просочилась вода, в результате чего возникли болота. Крумы не могли разорвать державшие их цепи и изнеможденные до предела погибли, оставив от себя лишь огромные панцири с недостроенными крепостями гигантов. На момент игры черепах увидеть нельзя, но в L2M есть их уменьшенные клоны, выведенные гигантами и оставшиеся в башне после их уничтожения. Согласно книге сказаний героя, Суперион был разделен на 3 части и спрятан на континенте. На одной из частей укрылись император Хелиус и Рамона, которые вернутся в одном из обновлений. Из нового корейского описания Итама «Забытое кольцо ядра, наполненное силой хаоса» стало известно, что другая часть находится в башне Крумы. Неясно, является ли эта часть Супериона отдельным объектом, который скрыт в башне, или, возможно, подземные этажи башни и есть тот самый Суперион, а возможно, Суперионом является и сама упавшая башня. Скрытые от глаз богов вместе с островом душ Камаэль научились жить без гигантов. Там они рождались и умирали, полностью отрезанные от внешнего мира. Кикропус стал их лидером и создал иерархию из старейшин. Хотя 3 героя из 4 мудрейших спикул официально не включены в иерархию, они играют важную роль в обществе и культуре. Тетрарх Кикропус понимал, что его народу нужны вера и моральные ценности для поддержания порядка и установления новых правил, поэтому он создал для Камаэль веру в Нарнил. Под руководством матери Нарнил, Камаэль посвящают себя культовой троице: богине прошлого, которая управляет историей, богине настоящего, которая записывает все, что происходит в данный момент, и богине будущего, которая предсказывает грядущее. Происхождение Камаэль – серьезная тайна, скрытая от молодых представителей расы. Единственные, кто знает подробности, это Кикропус, несколько старейшин и 3 великих героя. Поскольку остров не был связан с внешним миром, со временем о существовании Камаэль все забыли. Правду помнил лишь обреченный на вечные муки Аргос, чьи вмурованные в огромную стену глаза стали свидетелями гибели цивилизации гигантов и его соплеменников. Чтобы усилить страдания Аргоса, Эйнхасад наслала в долину ангелов, которые бы постоянно надзирали над ним. Аргос имел 2 стороны, светлую и темную, и 2 самых больших глаза осознали себя как его стороны личности. Светлая сторона — это и есть Аргос, а темная стала белоглазым Деймоном.
Деймон захватил разум существ в долине и собирает армию, чтобы полностью уничтожить глаза Аргоса и приступить к очищению мира от зла. Чумной голем, бывший последователем Аргоса, остался верным своему хозяину даже после того, как Эйнхасад заточила Аргоса в скалу. Проведя 3 месяца в долине, голем дошел до того, что разуверился в том, что он голем эпохи гигантов, и забыл, зачем вообще там находится. Даже белоглазый Деймон не может нанести ему вреда. Аргос же продолжал быть вечным наблюдателем, безучастно созерцая смены эпох. Эйнхасад впоследствии редко вмешивалась в происходящее на Земле, так как она глубоко разочаровалась в созданиях ее населяющих. Гринкайн также согласился не показываться там. Век богов подходил к своему финалу.